Вита исчезла прямо на глазах у Киры. Они приходят к выводу, что Са заметила, что они делали, и каким-то образом смогла прервать их. Они знают, что она стоит у истоков всего происходящего, поэтому рано или поздно им придется столкнуться с ней. Связь со Шрёдингером и Виллионой прерывается, и они замечают, что подданные этой сущности постепенно вторгаются в пузыри вселенной вместе с пурпурным туманом. Связь восстанавливается одновременно с тем, как маленькие огоньки обитателей подземного мира застывают, несмотря на свет другого вселенского пузыря. Обмениваясь информацией, они приходят к выводу, что слияние двух пузырей ускорилось из-за прямого вмешательства Виты в процесс. Она хочет начать с пузыря загробного мира. Поэтому они просят Шрёдингер и Хешеров покинуть это место, чтобы присоединиться к команде. Им это удается, используя тот же метод, что и с Сузаной, создав мост с помощью силы Мистель, наконец объединяя всю команду. Если вы спрашиваете, почему они не сделали этого с самого начала приключения, ответ – нехватка информации. Тем временем Зелье разговаривает с остальными по одному и раскрывает, что ее тело или энергия находится в другом месте. Кира принесла ключ Запредельного, который является фрагментом ключа, уничтоженного в комиксе «Чужое пространство». Прометей завершает свое исследование и подтверждает теорию. Эта сущность обладает свойствами, похожими на кокон завершенности. Она делает это, вводя код, который использовала много лет назад против кокона завершенности, известного как воля Ханкай, заставляя робота постепенно отключиться от влияния этой сущности и получая больше данных. Прометей вместе со Шрёдингер и Кирой в качестве телохранителей отправляются к границам города для проведения исследования. Кроме того, Прометей просит у Сенти уникальную услугу. Тем временем Зелье беседует и считает, что приезд в эти пузыри был для них хорошим, потому что так Виллиона имеет собственное тело. Однако Зелье не знает, временно ли это или в будущем они смогут быть разделены. Виллиона думает, что, возможно, Зелье не хочет быть рядом с ней, в то время как Зелье считает несправедливым, что Виллиона может наслаждаться движением только несколько минут в день, пока они не знают, что будет в будущем, и Зелье берет другую Зелье за руку. В другой части города Сенти выполняет просьбу Прометея, сражается с несколькими врагами, созданными Са. Во время боя Сенти ощущает, как что-то или кто-то ограничивает ее способности. В конце концов, ей удается что-то увидеть, но рассказчик сообщает, что никто не знает, что это было. Это было похоже на следы на берегу моря, исчезающие в мгновение ока. Возвращаясь к Прометею и компании, они ищут слабости Са, чтобы найти способ победить ее. Кира пытается использовать ключ Шугар, который служит для побега из пузырей в случае чрезвычайной ситуации, в то время как остальные продолжают исследования. Через некоторое время они снова связываются с Кирой, и она сообщает, что провалила свою миссию. Границы универсального пузыря исчезли несколько минут назад. Кира идет по коридору, ведущему к границам пузыря, но сколько бы она ни шла, никуда не приходит. Кира возвращается к группе, и Заяц предлагает план – использовать ключ Шугар Киры, чтобы сосредоточить энергию в одной точке и взорвать ее, с той особенностью, что Заяц будет находиться внутри взрыва. Таким образом они увидят, изменится ли энергия пузырей. Заяц не умрет на самом деле, а вернется в пространство Стигмы и снова оживет спустя какое-то время. Прометей и Шрёдингер принимают жертву, и хотя Кира не согласна, она уступает. Они готовятся к созданию слияния, которое вызовет взрыв в изолированной зоне, отделенной от универсального пузыря. Заяц будет поддерживать контакт, чтобы сообщать, что происходит. Заяц приближается к своей временной смерти, и взрыв вызывает проявление ответственного за все, что происходит, поэтому ее смерть не была напрасной. По окончании взрыва она оставляет сообщение для остальных. Прометей была права. Это существо и это сообщение внезапно цензурируется. И Прометей что-то понимает, что объяснит позже. На данный момент она должна сообщить Сенти, чтобы она прекратила свои действия, чтобы избежать ненужной смерти. Некоторое время назад Прометей попросит Сенти сравнить ее авторитет с пузырем, потому что у нее была теория, что существует что-то, возможно, механическое, что управляет законами мирового пузыря. Сенти выполняет приказ Прометей.
Но когда ее ищут, находят только ее оружие на земле, что странно, потому что у Сенти нет физического тела. Она скорее проекция. В теории, если Сенти умерла, ее оружие также должно исчезнуть, поэтому, возможно, враг подчинил ее, удерживая в живых. Оставшиеся участники продолжают обрабатывать информацию и выдвигать новые теории о своих дальнейших действиях. Как было запланировано ранее, они решают создать Хершера, рожденного из моря Кванта, который не подчиняется воображаемому закону универсальных пузырей. Шигура Киры идеально подходит для того, чтобы стать Хершером. Что касается теории, Прометей предлагает, что, возможно, власть Са заключается в всевидении. То есть Са знает и понимает все, что произойдет или происходит в рамках повествования истории. Почти как рассказчик сказки. Поэтому они должны хранить всю информацию, планы и прочее в тайне, что немного усложняет общение между всеми. Они принимаются за дело. Зелье продолжает свою работу в качестве мудреца, чтобы процесс прошел правильно. Кира направляется в места с высокой концентрацией энергии. Шрёдингер ждет, а Прометей должна выполнить что-то, что может сделать только она. Зелье беседует в своем внутреннем мире, раскрывая, что план Прометея состоит в том, чтобы зелье стало Хершером одновременно с Кирой, используя Киру как приманку для запутывания Са. Прометей направляется к центру Са, который можно считать коконом этих пузырей, и пытается сделать то же, что в реальном мире – ввести код воли Ханкай для рождения Хершера. Но в процессе Прометея атакует Вита, главный враг. Прометей хвастается, что заставила ее появиться, но Вита раскрывает, что никогда не покидала сцену и всегда была там. После того, как она обнаружила, что Шрёдингер сопровождала Прометея без ее согласия, Вита раскрывает, что всегда была там, действуя как рассказчик, контролирующий историю. Вита превзошла вечность, чтобы стать реальностью. Прометей перестает функционировать. Будучи искусственным интеллектом, концепция смерти к ней неприменима. Своими последними словами она указывает Шрёдингеру сообщить остальным, чтобы они следовали плану без изменений. Шрёдингер передает новость зелье, и они продолжают план Прометея. Однако зелье боится, что Виллиона совершит глупость, оставив ее, чтобы сразиться с опасностью в одиночку. Виллиона отвечает, что не сделает этого, и они продолжают план. Они получают доступ к рунам, концентрирующим энергию Ханкай, и разрушают их, перенаправляя энергию, чтобы обе стали Хершерами. Прежде чем продолжить, Виллиона делает то, что сказала, что не сделает. Полностью берет под контроль тело зелья и оставляет в безопасном месте. Она сталкивается с Витой, готовясь к сражению. Тем временем Кира получает новость от Прометея через Шрёдингера и продолжает план превращения в Хершера. Шрёдингер направляет энергию Ханкай к Кире, чтобы привлечь внимание Виты. И действительно, Вита говорит со Шрёдингер, встречаясь с ней. Шрёдингер раскрывает ловушку, приготовленную для Виты. Хотя у Виты есть власть всевидения, она не может мгновенно понять сложные вещи. Как, например, существование Шрёдингер как лунного камня, хоть и живого. Кира начинает направлять энергию, чтобы стать Хершером, и Вита атакует ее, чтобы предотвратить это, хотя сомневается в успехе. В какой-то момент все замирает. Вита наступила на подготовленную ловушку, так как Сенти, находящийся в сознании Киры, ловит Виту в своем мире сознания. Ранее они встречались. Сенти не умерла, а скрылась в глубинах разума Киры. Сенти ловит Виту, чтобы выиграть время для слияния универсальных пузырей, но Вита раскрывает, что все эти усилия были напрасны. Тем временем зелье бродит в своем сознании, преследуя Виллиону, где она узнает искренние чувства и мысли Виллионы. Зелье чувствует, что потерялась, но уверена, что Виллиона вернется и найдет ее. Виллиона начинает направлять энергию Ханкай, чтобы стать Хершером, но что-то пошло не так и для нее, и для остальных. Вита добилась слияния или возрождения мирового пузыря. Это не был взрыв, и вещи просто начали исчезать. Виллиона оказалась единственной выжившей, потому что идеи и аномальные стигмы, такие как мудрец, иммунны к слиянию. Остальные исчезли, но зелье, связанное с Виллионой, исчезает медленнее, давая Виллионе ограниченное время для попытки спасти ее. Виллиона бежит в поисках своей подруги. На своем пути она встречает другую зелье, которая хочет рассказать ей сказку, но у нее есть более важная задача. Чем больше она ищет, тем больше находит остатки вещей, случившихся когда-то, и не перестает получать предложение послушать историю.
Постепенно Виллиона забывает о зелье. Она знает, что ищет кого-то, но не знает кого. Странное присутствие силы рассказывает ей историю русалочки. После того, как она обошла всю территорию в поисках этого кого-то и почувствовала одиночество, которое долго отрицала, Виллиона вспоминает, кто всегда был с ней, и, к ее удивлению, находит ее. Несмотря на то, что энергия Ханкай была вытянута из универсального пузыря, в сознании девушки с красными глазами произошла сингулярность, давшая рождение Хершеру. Дальше мы узнаем происхождение Виты. Оказывается, планета, где она жила, известна как Пуруша, или как мы ее знаем, Венера, была атакована чем-то, что они называют бездной, или как мы знаем, Ханкай. Несмотря на все усилия и технологические достижения, бездна эволюционировала вместе с ними. В ходе исследований они нашли возможное решение – использовать силу моря, ссылаясь на море квантов, так как бездна не могла контролировать ее. В итоге они выиграли войну против бездны, но все погибли, кроме той, кто получила силу моря кванта. Пуруша радикально изменилась, став непригодной для жизни. Пурушиане перенесли свое сознание в цифровой мир, где живут ежедневные симуляции с чужими телами. Только одна персона, известная как директор, выполняет рутинные задачи по обслуживанию и надзору. Она единственная, кто выжила после катаклизма и ведет скучную жизнь, продолжая свою работу. В какой-то момент она создала нечто, что отвечает за защиту планеты, а также корабль или машину или андроида, которого она назовет звездным путешественником. Директор создаст другие цивилизации внутри моря квантов, а звездный путешественник будет упорно искать бездну, путешествуя по морю квантов. Вита встречает Зелье, впервые видя рождение Хершера. В битве против бездны Хершеров никогда не было на ее планете. После диалога и попытки убедить Виту отказаться от универсального пузыря, она объясняет, что не может сделать это. Такова природа Са. Сражение неизбежно. Перед битвой Зелье шепчет что-то Виллионе. После битвы рассказчик пытается повлиять на Виту, но она окончательно освобождается от его контроля. Теперь они не обязаны сражаться, потому что Вита на самом деле не Са. Она отвечает на все вопросы, объясняя, что сила Са заключается в создании правил на основе желаний, которые зависят от универсального пузыря и приводят к его разрушению. Энергия, полученная из пузыря, собирается Са. Вита же, настоящее имя которой Прокси, является клоном Са, созданным для надзора за ее законами в универсальных пузырях. В какой-то момент Прокси обрела сознание и разработала план для достижения абсолютной свободы, так как всегда находилась под влиянием Са. Все события последних глав произошли для того, чтобы Прокси обрела свободу. Са предоставляет ей необходимую силу для решения ее задач. Когда пробудился Хершер, Прокси использовала всю полученную силу, чтобы разорвать связь с Са, и изменила свое имя на Вита. Вита прощается, заверяя, что Зелье обладает властью, чтобы вернуть всех к жизни. Первоначальный план по укреплению универсального пузыря спасет его от разрушения. Вита желает Зелье благополучно возвращаться домой. Сенти получает физическое тело, но отвергает его. Никто не может ни командовать ей, ни заставлять делать, что она не хочет. Зелье беседует с ней, чтобы убедиться, что она в порядке. Сенти утверждает, что может создать тело, когда захочет, и имеет множество форм, кроме облика Фухуа. Кира сохраняет форму ключа запредельного, но по возвращению в город восстанавливает свою форму. Прометей перенесла сознание в робота, используя части старого тела для создания нового. Меньшего размера, но она все еще остается прежней. Мистель не появилась, потому что, погибнув, вернулась в свое пространство стигмы. Восстановление физической формы займет время. Аномальные стигмы 14 и 15 в порядке. Они будут помогать Мистель вернуться, продолжая работу мудреца. Виллиона получила собственное тело. Проект Зайчик, всегда находившийся рядом с Зелье, случайно обрел тело в то время, когда рождался Хершер. Она привела броню и мейк к пузырю. Сюзанна в порядке, нуждается только в отдыхе. Киана связывается с Луны, призывая Хершера вернуться на Землю под предлогом того, что Фуси скучная. Недавняя битва против Са лишь предупреждение о возможных более серьезных событиях. Они заканчивают встречу, наслаждаясь миром. Но это еще не конец. В ранее состоявшейся секретной встрече было решено обмануть Сенти, чтобы она помогла в поисках Фухуа. Ее исчезновение может быть связано с Са. В одной из сцен Фухуа встречает кого-то настолько важного, что это
становится самым значимым событием ее долгой жизни. На этом история заканчивается.